Здравствуйте, мои дорогие мастера и мастерицы, гости моего канала, мои подписчики. Меня зовут Светлана, и я вас рада приветствовать на своем канале Клубок Шоу. Сегодня мы с вами свяжем вот такое боди. При вот этом слове у меня очень часто возникало сомнение. Я специально посмотрела в орфографическом словаре, что да, боди это среднего рода, поэтому оно вязаное. Хотя чаще всего я встречаю где-то в интернете или в разговоре говорят вязаный мужского рода. Я поэтому засомневалась. Может быть, конечно, я не права, поэтому я буду употреблять его в среднем роде. Если вдруг там кто-то есть же, люди, знатоки русского языка, может, меня и поправят. Вот такое боди. Боди, смотрите, вот с такой забавной юбочкой. Назвать этот фасон можно по-разному. Можно балеринка, поскольку вот именно ассоциируется с такой балетной пачкой. Можно маленькая принцесса, так как широкая юбочка, она, вот смотрите, в обхвате дает даже больше, чем, вот видите, солнце. Ну, не знаю, но у меня больше именно вот ассоциируется это вот с таким цветом. Когда я увидела этот цвет, я в него прям сразу же влюбилась. Цвет такой нежно-нежно-розовый, очень приятный. Ну, цвет сам по себе, не то, что он нежный, он такой прозрачный, он такой, ну, приятный цвет. И поэтому... И увидев эту пряжу, я сразу же в голове у меня дорисовался образ, что надо обязательно его вязать с юбочкой. И вот уже затем я придумала, как же вот эту юбочку. Модель несложная, сразу говорю, что модель несложная, может справиться любая начинающая мастерица, поскольку все полотно связано у нас с вами по кругу, нет ни одного шва. Вяжем мы сверху вниз от горловины, прибавляем по реглану, затем мы с вами вывязываем сначала тело нашего боди. Единственное, я под памперс застежку сделала немного, не то что немного, я вот застежку делала строго следуя уже готовому боди. Я купила в магазине вот такой боди и посмотрела. У меня были модели, очень много моделей с застежкой под памперс, но я чаще всего их делала вот так прямо. И у меня всегда возникали сомнения, что удобно ли это малышу. Хотя заказчикам, вот с кем мы общаемся после того, как они купили мои вещи, они мне писали и говорили: ой, нет, никаких неудобств не возникает, все прекрасно. Но в этот случай я решила проэкспериментировать и поэтому сделать у нас с вами застежку, вот видите, немного повыше. И поэтому сейчас я расстегну и покажу, как же это у нас с вами здесь все выглядит. Вот, видите, оно, то есть одна часть, задняя часть больше, чем передняя. Все это вот так застегивается. Это именно по модели и по пряже. Я его вязала из Газал Baby Cotton в 50 граммах. Так, да, в 50 граммах 180. Ой, сейчас посмотрю. Как-то непонятно. В 50 граммах, значит, наверное, 176 метров. Да, 50 граммов 176 метров. Состав этой пряжи. Так, состав. 50% акрил, 60% хлопок. И если кому интересен цвет, такой он идет нежно-розовый, это 3411. Производитель рекомендует спицы 3, тройка, 4, от 3 до 4. Я вязала спицами 3,5, и у меня ушло 75 грамм. Но этот комбинезон, это боди, я вязала и из другой пряжи, вязала из хлопка, из стопроцентного, несколько моделей разных производителей. Тоже неплохой вариант.
Поэтому любая подходящая по толщине пряжи подойдет при вязании этого боди. Ну вот, кажется, и все, что нам надо с вами будет. И поэтому приступаем к нашей работе. Перед началом работы я связала образец, его постирала. Вот он у меня образец, и посчитала плотность. Очень часто меня спрашивают, как правильно посчитать плотность. Я вкратце немного хочу рассказать. Особенно это интересует тех, кто только начинает вязать и думают, вязать или не вязать образец. Но я всегда призываю, надо обязательно связать и надо его постирать. И считать петельки. Вот петельки надо считать, чтобы в сантиметрах у вас получились полные петельки, не половинки, а именно полные, чтобы расчеты были намного точнее. Вот так, например, вот видите, например, от сантиметра у меня получается, и вот до 5 сантиметров как раз целая петля. И мы начинаем считать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 петелек у меня получается. И также мы считаем, когда нам надо с вами ряды посчитать. Также смотрим, чтобы в целых сантиметрах были целые ряды. Поэтому и надо вязать образец побольше. Вот мой образец, это не пример для подражания, он у меня очень маленький. Я только, так как я из этой пряжи вяжу достаточно давно, поэтому у меня уже есть более точные расчеты. Вы свяжите хотя бы, чтобы был там, ну, сантиметров там 5 на 5 или там 6 на 6. Чем больше образец, тем точнее будет у вас плотность вязания и тем меньше будет ошибок. И точно так же вы считаете. Вот, например, 3 сантиметра. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 рядов. Я все это записываю в свою тетрадочку. Здесь плотность моя, и мы начинаем считать. Мы будем вязать с вами от горловины, поэтому можно воспользоваться или какими-либо готовыми вещичками. Я, например, буду вязать по такой уже готовому боди. Как раз он идет от 0 до 3 месяцев, и поэтому я все буду ориентироваться на эти размеры. Нам с вами нужна в первую очередь обхват, окружность шеи. Я вот смотрю по своей табличке, у меня получается это 23 сантиметра. Ну, тут или 22,5, или 23 сантиметра, где-то так. Я не буду нисколько делать на свободное облегание, потому что буду вязать одними и теми же спицами, чтобы более изделие было таким пластичным. И эта пряжа все-таки достаточно такая тянучая, поэтому и оно будет одеваться на голое тело, поэтому никаких припусков я делать не буду. Вот 23 сантиметра, это 46 петелек. И мы с вами начинаем делать наши расчеты. Если у вас другая плотность или вы вяжете на другой размер, то вы повторяете за мной, но уже подставляете свои данные. Мы из 46 петелек вычитаем количество регланных петелек. У меня в каждой регланной линии будет по одной петле. Я их отмечаю. Значит, получается 46 минус 4, это 42 петли. Делим на 3 части. Получается 14 петелек в каждой части. Первую часть, это у нас идет на спинку. Здесь у нас 14 петель. И одна часть идет наперед. Но так как она у нас будет с вами с планочкой, поэтому мы делим на 2. 7 петелек сюда, 7 петелек сюда. И еще третья часть на рукава. 7 петелек сюда и 7 петелек сюда.
То есть мы с вами с количеством распределили наши петли. Теперь нам с вами надо сделать, посчитать планку. Я планку буду делать не очень широкую. Мне достаточно 4 петелек. Ширина планки у нас с вами 4 петли. Вот она у нас вот здесь будет посередине. Но она у нас заходит друг на друга, поэтому 2 петли у нас к одной полочке, 2 петли к другой полочке. В конечном итоге у нас с вами получается, что по одной полочке будет 9 петелек, и вот так по другой полочке будет 9 петелек. И уже мы с вами делаем окончательные расчеты. У нас с вами было 46 петелек. Мы к ним прибавляем 4 петли планки и плюс 2 кромочные петли. Итого 52 петли. Нам с вами надо набрать и начинать нашу работу. Набираем на спице 52 петли. Набирать можно любым удобным для вас способом. Я буду обыкновенным классическим. Спицы, еще повторюсь, также мы будем использовать только одного размера. У меня спицы 3,5. Вы можете, если хотите, чтобы поплотнее было, можно взять на пол размера меньше. Раз, два, три, 4, 5, 6. Я наберу петли все и провяжу полностью первых 2 ряда лицевыми петельками. Я связала 2 ряда и третий не довязала до конца 4 петли, а это петли у нас с вами планки. И теперь я здесь буду делать первую петлю под пуговичку. Для этого я 2 петли провязываю вместе. Надо делать накид, но у меня пуговички будут не очень крупными, поэтому, чтобы петелька не была очень большой, я ее делаю из протяжки предыдущего ряда. Я протяжку одеваю на спицу, провязываю лицевой петлей и следующие 2 петли. У нас с вами получилась петелька. Сейчас я провяжу изнаночный ряд. У меня идет двойная кромочная по краю, поэтому я первую петлю снимаю нить перед работой и провязываю дальше петельки. И вот сейчас я покажу, какая у нас с вами петелька получилась. Вот такая не очень большая, достаточно для, чтобы пуговичка не расстегивалась. Я провяжу этот ряд до конца. И еще провяжу 2 ряда платочной вязкой. И затем уже будем делить петли на, как мы с вами делили по нашей схеме. Вязала 6 рядов платочной вязки, но мне не понравилось. И поэтому 2 ряда я распустила и оставила 4. Если вы будете вязать на больший размер, то 6 рядов будет смотреться очень неплохо. Но так как у меня размер такой маленький, то я посчитала, что 6 рядов это лишнее. Вот поэтому у меня только 4 ряда. И навесила маркеры, пометив регланные линии. Регланные линии я отметила следующим образом, как мы с вами делали расчеты. То есть 9 петелек, маркер, 7 петелек на этой петле, маркер, потом у нас идет 14, 7 и 9. И теперь мы уже с вами будем вязать. Будем вязать с вами полностью лицевые ряды лицевыми петлями, изнаночные изнаночными. У нас с вами будет чулочная гладь, за исключением петелек планки. Планка у нас 4 петли в начале ряда и в конце ряда вяжется полностью лицевыми петельками или платочной вязкой. Сейчас я покажу. Мы с вами
Провязываем 4 петли, но здесь у нас с вами идет лицевая, роли не играет. Но я хочу показать, каким образом я буду делать прибавление около регланных линий. Я дошла до регланной линии, делаю накид, регланные линии и еще один накид. У меня будут вдоль регланной линии такие дорожки из накидов. И продолжаю дальше вязать до следующего маркера. Также я дошла до маркера, делаю накид, лицевая петля, накид и продолжаю свою работу. И так я довяжу до конца ряда. Я довязала до конца ряда и теперь вяжу следующий ряд. У нас с вами это изнаночный. Кромочную снимаю, вторая у меня идет двойная кромочная, ниточка поэтому перед работой, и провязываю 1, 2, 3, 4 петли планки лицевыми петельками. И теперь мы с вами вяжем дальше изнаночными петельками. Я дохожу до накида, где мы с вами, который мы делали в предыдущем ряду, и накид также провязываем изнаночной петлей, регланную линию изнаночной петлей и провязываем дальше. Вот у нас с вами получается такая дорожка из наших дырочек. И так я довяжу до конца ряда изнаночными петельками, за исключением 4 последних и плюс кромочной, то есть 5 последних, которые я провяжу 4 петли лицевыми петельками, и последнюю кромочную я провяжу изнаночной петлей. И так я буду продолжать вязать до конца нашей регланной линии, делая прибавление в каждом лицевом ряду. Изнаночный ряд вяжем без прибавления. Я от начала регланных линий провязала 16 рядов. Вот так легко с накидами их посчитать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 у меня получается рядов с накидами, 8 дырочек или 16 рядов. И провязала 17 ряд, но 17 ряд я провязала не до конца, из-за того, что сейчас буду соединять петли нашего переда. Для этого я оставила на спицах 6 петелек, 1 кромочная, 4 петли планки и 1 петлю лицевую. И теперь соединяю. Я петли, вот эти, которые оставила, они у меня поверх наших начала ряда. Я теперь аккуратненько к спице к концу. И теперь буду провязывать. Сейчас ниточку. И мы с вами провязываем 1 петлю с дополнительной спицы, вот которая у нас с вами, и 2 петлю, это у нас с вами получается первая кромочная петля. Я провязываю вместе лицевой. И обе петельки снимаем. Теперь с одной спицы и с другой спицы. И провязываем вместе. С одной спицы, с другой спицы и провязываем вместе. Если вам трудно, например, петельки, более полотно, там есть пряжа, которая более скользкая, то можно просто, вот, например, эту петельку перенести на спицу и провязать их вместе. Если можно и так, от этого ничего не меняется. И вот так мы с вами провязываем. И вот эти 2 петельки последних провязали вместе. И у нас с вами работа наша замкнулась в круг. И теперь мы уже будем вязать с вами по кругу нашу работу. И продолжаем вязать дальше. Только мы с вами сейчас уже будем делать
Чтобы вам не ошибиться, можно или применять уже счетчик рядов. Вы должны это отметить, что это у нас 17-й с вами ряд. Или, то есть, ориентироваться, что вот ряд этот мы с вами, он идет как лицевой. Теперь уже у нас с вами идет, будет ряд изнаночный. В этом изнаночном ряду мы с вами все петельки вяжем лицевыми петлями, в отличие от когда мы вязали оборотными рядами. При круговом вязании чулочное полотно получается, когда полностью вяжутся лицевые петельки. Поэтому вы вяжете один ряд с прибавлениями, также делая прибавления вдоль регланных линий, а второй ряд просто одними лицевыми петельками. Я связала регланные линии на нужную мне длину, но не довязав 1,5-2 сантиметра, для того, что сейчас буду вывязывать росток. Я росток буду вывязывать по спинке, поэтому петли переда я пока вязать не буду. Петли рукава я сразу же убрала на дополнительную ниточку. Они нам уже с вами не нужны. Мы будем их вязать в конце нашей работы. Регланные линии. Регланные линии я одну с двух сторон по переду я оставила вместе с петельками переда, а вторые, которые идут вот по спинке, я оставила вместе с петельками спинки. И теперь я беру дополнительную ниточку и буду вязать еще 4 ряда. Но предварительно, вот я покажу, что у меня получается по рядам и сантиметрам. Я померила по готовому, там получается 9 сантиметров. Я перевела в ряды, это 28 рядов. Поэтому я провязала сейчас 24 ряда. И вот 4 ряда буду вязать. Чтобы у нас вот в течение, вот при вязании этих 4 рядов по спинке было визуально продолжение вот этих дырочек, поэтому мы будем вязать немножко по-другому эти 4 ряда. Сначала мы с вами добавляем одну петельку, это кромочную. Мы ее добавим в начале ряда и в конце ряда. Сейчас я ее добавляю. Я добавляю лицевой скрещенной, чтобы не было потом дырочки в дальнейшем. Ниточку можно оставить подлиннее. И также мы вяжем. У нас с вами регланная петелька. Я провязываю лицевой. Теперь мы делаем накид. Если мы будем продолжать вязать дальше, у нас с вами будет расширение спинки, а нам не надо. И поэтому мы эти 2 следующих петли провязываем 2 вместе. И продолжаем нашу работу. Будем с вами продолжать вязать до конца нашей спинки. Если вы вяжете без дырочек, вот без ажурных, то можно вот эту, как это, манипуляцию не делать, а просто продолжать вязать полотно спинки прямым полотном. Я дохожу до конца спинки. Вот у меня регланная линия, петелька. И поэтому я вот эти 2 петли перед регланной петлей провязываю 2 петли вместе. Делаю накид, лицевая. И с протяжки провязываю уже изнаночной скрещенной. Это у нас с вами будет наша кромочная петля. Так. Я работу поворачиваю и продолжаю вязать только петли спинки. Если вам неудобно, то можно сразу же перенести все это на дополнительные спицы. И здесь мы с вами просто вяжем изнаночными петельками. Сейчас я покажу, что у нас с вами получается. Вот видите, у нас
идет как бы продолжение наших вот этих ажурных дырочек. Я провяжу изнаночный ряд до конца, затем также следующий лицевой ряд я после регланной линии сделаю накид, 2 петли вместе и еще один изнаночный ряд. И на этом наш росток будет вывязан полностью. Я связала росток 4 ряда. Вот у меня 2 ряда с ажурными дырочками. Это с одной стороны. Это с другой стороны. Здесь меньше заметно. И сейчас мы с вами будем соединять детали переда и спинки. Но прежде чем соединять, надо нам с вами посчитать, надо ли вывязывать подрезы. Я взяла свой боди, померила. У меня по обхвату груди получается 21 сантиметр. Я нарисовала выкройку. В выкройке сделала соответствующие пометочки. 21 сантиметр обхват груди, значит 42 сантиметра. Перевела в петельки. Это у меня сейчас получается 84 петли. Теперь мы с вами считаем, что у нас с вами получается на спицах. После того, как мы с вами разделили по переду и по спинке по 38 петелек, по рукавам по 31 петли. И теперь перед у нас с вами, так, перед 38 петель и плюс мы добавим 2 регланных линии. Получается 40 петелек. Спинка 38 петель плюс 2 регланные линии и плюс 2 петли, которые я добавляла по краям, когда вывязывала, когда удлиняла спинку, вывязывала росток. Еще 2 петли. У меня получается 42 петли. 40 и 42 у нас получается 82 петли, а нам надо 84, поэтому надо добрать по одной петле с двух сторон, когда мы переходим от переда к спинке и от спинки к переду. Вы делаете свои расчеты. Если вам надо больше добавлять петелек, то значит вы и вывязываете подрез побольше. Я уже связала перед, который у нас с вами вот здесь была ажурная дырочка. Мы уже переходим на лицевое вязание. Дырочки уже делать здесь не будем. И дошла до места соединения. И как мы делаем подрез? Просто на спицу, вот петельку, мне надо только одну, вот добавляем одну петлю. Если вам надо больше, например 2 или 3, вы соответственно вот так добавляете вот эти петельки. Я добавляю одну петлю и уже начинаю вязать спинку. Перехожу на петельки спинки, ниточку, чтобы она не убежала, и так буду вязать. Дойду до петелек спинки, добавлю еще одну петлю, петли рукава перенесу на дополнительную ниточку и уже присоединю петельки переда. И у нас с вами наше вязание замкнется в круг. И мы уже будем вязать прямым полотном до места, где будем привязывать юбочку к нашему боди. Я довязала до момента, где буду начинать свою оборку. Вам надо тоже уже определиться. Я хочу показать именно на примере своего боди. У меня получается от подмышки до начала ножек 16 сантиметров. Я решила, что оборочка будет около 7 сантиметров. И она, чтобы немножко заходила.
Конечно, не вот она, чтобы такая длинная была, а немного заходила. Поэтому у меня получается, что за 5 сантиметров до того момента, когда я начну вывязывать ножки, мне надо будет начинать вывязывать оборку. Если вас такой вариант устроит, значит, вы можете сделать так. Если нет, например, вы планируете вязать более узкую оборку или наоборот широкую, или, может быть, вы захотите ее, например, связать где-то на талии или где-то выше, вы уже делаете свои расчеты. Я по своим расчетам сейчас покажу. По моим расчетам получается, как я и показала, у меня 16 сантиметров. Это 48 рядов. Это у меня кошечка так помогает. Это 48 рядов. За 5 сантиметров я буду вывязывать оборку. Поэтому я провязала 33 ряда. И в 34 ряду буду вязать изнаночный ряд. Почему я буду это делать? Для того, чтобы нам затем легче будет привязывать оборку. Потому что оборку мы будем делать в конце уже нашей работы. Я дошла до бокового шва. Ну, он не боковой шов, но то есть вот линии соединений, где мы с вами соединяли нашу спинку и наш перед. И вот с бокового шва мы начинаем ряд вывязывать изнаночными петельками. И у нас с вами получится, что именно вот эта линия из изнаночных петелек будет та линия, по которой мы будем набирать нашу оборку. Я вот этот один ряд провяжу изнаночными петельками, а затем буду вязать уже лицевыми до того места, как буду делить как буду вывязывать наши ножки.